Монстры пропали с улиц. А Джон-то почему об этом молчит? Ой. Какого хрена? Так, ладненько, что мне делать? Что? Перенести ритуалом зараженного дворфа в сон? Я реально могу это сделать! Батюшки! Обалдеть, сфера желаний. Шар, позволяющий буквально загадывать желания, и они исполняются. Неплохую штуковину нам оставил вороненок, который даже не представился, и который полноценно называет себя чокнутым. Кажется, мы подходим друг к другу. Также напомню, некий отец собирает армию. Об этом нам рассказал какой-то женский голос, и в итоге где собирает, зачем собирает, что за отец. Пока что ничего не известно, но надеюсь, мы скоро узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы потеряли... Нет, мы не потеряли какие-то предметы, спарки, безделушки. Мы потеряли монстров. Они буквально пропали с большого количества локаций. Если верить непонятному женскому голосу, именующий себя началом, то некий он, видимо отец, собирает армию. Ой, признаться честно, я даже не знаю, за что здесь зацепиться. С одной стороны, зараженный Альфред. С другой стороны, церковь, которая точно связана с началом очищения. Далее, странный голос, отец, чокнутый вороненок. А с еще другой стороны, что мне реально интересно, у GDH пропадают силы. Вообще, мне кажется, что Лолошка хоть и не догадывается, но потеря памяти и потеря сил его тоже касается. Аномалия искры, такая же, как у GDH. И, кстати, у меня же еще задание появилось, которое я не прочитал. Найти кого-то, не знаю кого. Но этот голос проявил себя снова. Новой информации о личности владелицы я не получил, но она меня точно о чем-то предупреждает. Боюсь, это может сулить крупные проблемы. Джон рассказал, что тоже слышал этот голос, и не один раз. Именно она привела нас сюда. Вернее сказать, вела Джона, а он меня. Что все это значит? Да, хороший вопрос. Что все это значит? Короче, ощущение такое. Найдя голос, который постоянно говорит «найдите меня, найдите», мы получим все ответы. Правильно, Ваму? Спасибо, Ваму. Так, ладненько, я уже вижу Невера. Наверное, с ним надо поговорить. Эй, Невер, привет, как у тебя дела? Привет, Джиди. Подожди, почему ты в замке? Напомню, последний момент с Джоном — это его откровение. Потом, когда я узнал, что я мироходец, все встало на свои места. Я начал изучать искру, и вот мы здесь. А потом он взял и телепортировался. Но куда? Почему ты уже здесь? Подожди. И у тебя ничего не прибавилось? Спарки все так же 5000. Ну где-то же ты был. А еще самое интересное, где Лолошка в итоге-то? Как же хорошо, что мне стало лучше. Если бы я до сих пор не пришел в себя, у Лолошки бы точно появились вопросы. И чего я начал ему рассказывать про времена, когда я еще не осознал себя? Впрочем, понятно почему. Если он тоже слышал ее голос, значит положение наше намного хуже, чем я думал. Еще эта странная слабость. Не понимаю, как остальные с этим справляются. Что бы на моем месте сделала Ложка? Уж кто-кто, а он точно эксперт в слабости. Какого черта? Джон! Ну почему ты так говоришь? Вообще, обычно он идет просить у кого-то совета или помощи. Но кто мне-то может помочь? Лолошка бы побежал в первую очередь к Неверу. Может попробовать? Если мои опасения верны, то самое страшное может случиться совсем скоро. И тогда нам уже ничто не поможет. А значит, я должен хвататься за любую соломинку. Оу, слушайте, мне с одной стороны нравится, что говорит GDH, но с другой стороны это немного пугает. Если мои опасения верны, то самое страшное может случиться скоро. Совсем скоро. Так, ладно. Эй, Невер, а где этот... Да. Ророшка ушел путешествовать от одного путеводного скинта к другому. Его нет. Ух ты, понял. А зачем ему это? Опять новые вопросы. Пытается вызвать какие-то голоса в голове. Юродивый. Что? Черт, но это не так работает. Мне нет дела до того, как и что там у вас чокнутых работает. Я сказал, твоего доброго двойника здесь нет. Да серьезно? Почему он добрый, а я злой? Какое разумное существо станет мыслить такими черно-белыми категориями?
Понятно. А вообще, кстати, я пришел поговорить с тобой, а не с Лолошкой. О, я не люблю разговоры. Потерпишь. О, Господи. садись. О, чё, прям вот так вот-то? Ну давай. Куда? Как сесть-то? А, во, сесть рядом. Угу, так. И что, все так просто? Ой, давай, говори, что хотел. Ладно, ладно. Невер. Лолошка же постоянно советуется с тобой по любому поводу, правильно? Конечно, я же старая, мудрая птица. Да и с кем ему еще тут советоваться? С Марком, что ли? О, кстати, а что, завидуешь, что ли? Завидуешь, что он к тебе не заходит? О, черт. Какой же ты, оказывается, невыносимый. Не понимаю, как Лолошка тебя терпит. А это главная черта нашего Лолошки. Терпеть. Но... Нет, сомневаюсь, что это именно главное. А вообще, Невер, я хотел спросить твое мнение по одному вопросу. Ты? Спросить? Прости, но нет, не верю. Да что ж такое-то, а? Что со всеми вами не так, а? Почему вам так сложно понять, что я никогда не вру? О, юродивый, потому что так не бывает. Все врут. Не говорить всей правды — это тоже ложь, Джон. Не обманывай себя. Какой вопрос тебя так волнует, что ты переступил через свою гордость? И тем более пришел ко мне. Окей, я, пожалуй, пропущу все твои колкости мимо ушей, потому что иначе разговор затянется. Представь себе, Невер, такую чисто гипотетическую ситуацию. Если бы ты знал, что в ближайшее время может произойти что-то ужасное, что-то настолько невообразимое и отвратительное, что пугало бы тебя до ломоты в костях, и ты понятия не имел, как это может произойти, когда и произойдет ли вообще. А еще у тебя бы не было ни одной идеи, как остановить это, то... Скажи мне, ты бы рассказал об этом другим, кого это может коснуться, а? Чисто гипотетическая ситуация. Ну да, я так и сказал. И я бы не мог этого ужасного никак избежать, да? Да, это я тоже сказал. Тогда я бы никому не рассказывал. Что? Это не тот ответ, который я ждал, честно признаться. Юродивый. Может быть, я и правда немного ворчлив, но я ценю своих близких. И если я не знаю, как остановить надвигающуюся катастрофу, я не стану рассказывать о ней остальным, чтобы они могли не переживать лишний раз. Так что если эта гипотетическая ситуация не касается моих врагов, я бы держал ее при себе, Джон. Кажется, я начинаю понимать, почему Лолошка обращается к тебе за вторым мнением. Рад, если смог помочь тебе. Я не сказал, что ты помог мне. Понятно. Юродивые, все вы такие. Ну, вообще-то я и не сказал, что ты не помог мне. Продолжу, пожалуй, держать нашу проблему в секрете. Если даже я не могу придумать, как ее решить, то куда уж Лолошке? Вот это вот действительно, И, подожди, но если ты не знаешь, как решить проблему, если ты не хочешь делиться с этой проблемой, то как нам, зрителям, донести эту инфу до Лолошки? Так, получается, Лолошка прямо сейчас скачет по измерениям и пытается найти голос. Ну, кстати, это хорошо, потому что я буквально об этом и говорил. Надо найти голос. Здесь ничего нового, здесь просто фонтан. Кстати, на Джона тоже распространяется это улучшение фонтана. 4 использования, хорошо. Почему же у меня такое ощущение, что я что-то забыл? Что? Ты это просто так сказал, или у тебя проблемы с памятью? Просто есть у меня один персонаж, скажем так, который очень много забывал. Да, и этот персонаж вроде перестал забывать, но что-то мне эта фраза как-то не нравится. О, Гимлин! Гимлин, привет! Слушай, редко ты выходишь со своего острова. Поговорим? Слушай, долгорослик. Чего? Подожди, это ты сейчас ко мне так обратился, коротышка? Ты как смеешь так называть меня, а? Ой, а я думал, мы просто обмениваемся оценкой роста. Ой, прости, я просто слово долгорослик, оно настолько укоренилось у нас в языке, что я иногда забываю, что оно обидное вообще-то. О, ничего. Теперь я здесь, и я не дам тебе об этом забыть. Хорош. Слушай, а ты совсем не похож на своего двойника. Спасибо. Какое спасибо? Блин, меня просто тут унижают за кадром, при этом не за кадром. Продолжай.
Слушай, а я слыхал, тебя тут типа все умным считают, да? Воу! А мне казалось, что про меня тут больше говорят как про злодея. Да, ну ладно, справедливости ради про особо умного я слышал в основном от тебя же, но... Слушай, если это правда, скажи-ка мне, действительно я отсюда никак не могу выбраться? А ты, получается, у нас настолько воинственный дворф, что тебе не нравится быть в безопасности, да? Да... Чё? Нет, я не идиот, двойник. Я понимаю, что оказаться здесь это вообще счастливый билет. Однако, я не просил об этом билете. Я не просил, чтобы меня закидывали сюда, оторвав от жены, от семьи, от братьев. Как я могу наслаждаться мнимым спокойствием, когда моя Бруня там одна, с детишками? Хватит, я прошу, не надо. Я ненавижу эти моральные терзания. Если твоя семья действительно тебя любит, то они же должны радоваться, что ты в безопасности. Если хочешь, попроси Лолошку, чтобы он там, не знаю, твоей жене рассказал, что ты в порядке. Да не-не-не-не, пусть лучше она считает меня павшим в бою воином, чем трусом, отсиживающимся в безопасности. Да и не стоит знать Лолошке о том, что у меня семья-то осталась. Он и так терзается из-за того, что принял решение меня сюда перенести. Я не хочу, чтобы он переживал. О, опять Лолошка. Как же вы все с ним носитесь, а? То есть от него ты все это скрывал, а мне решил вывалить в наш первый нормальный разговор, да? Да, но так от тебя что это не волнует? Я бы и не рассказывал, если бы ты, сам не спросил. Лолошка действительно переживает. Ему не плевать на остальных. Знаешь, я таких людей никогда не встречал. Мне кажется, со времен геноцида эльфов не было ни одного такого достойного человека. Эльфы. Сайриса. Ты чё застыл? Точно, вот о чем я забыл. Гимлин, мне пора. Эй, а как же вытащить меня отсюда? Да, слушай, есть у меня одна идейка, но мне нужно будет провести несколько экспериментов. И понять, зачем мне тратить на это свое время. А пока что у меня есть дела, которые мне интересны сейчас. Да, ну ладно. Блин, двойник, но другой. Это правда. Так, подожди, Сайриса. Вот о чем я забыл. Эльфы. Так, получается, Гимлин меня похвалил, сказал, что Лолошка со времен геноцида эльфов не было ни одного такого достойного человека. О, это приятно. Ну и пока, наверное, Лолошка не собирается приходить обратно, давайте на всякий случай попробуем поговорить с Марком, мало ли, а потом уже к эльфу. Эй, Марк, здорово. Так, только купить, понятно. Так, ладно, опять же, нужна Сайриса, это затопленный мор. А, во, лес Марибор, землянка Сайрисы. Но, погоди, заклинания новые появились? Не появились. Ладненько, тогда телепортируемся. Эй, всем привет. Да-да-да, шикарно. Стоп, это тот самый олень? Ну, тише, тише. Человек, ты опоздал. Нет, неправда. Я пришел через 3 караса, как и договаривались. Погоди! Они же действительно о чем-то там договаривались встретиться, ё-моё, а я вообще позабыл об этом. Последний их диалог: расскажешь, где наручи. И Сайриса в итоге согласилась, но позже. И вот это позже наступило. Точно, я вообще забыл про эти артефакты. Прошло не просто 3 караса, еще и 2 скифоса и 10 киафов. Ладно. Впрочем, чего еще ожидать от человека? Эй, ну слушай. Возможно, пунктуальность не является пунктиком в бесконечном списке моих достоинств, но я уверен, в этом списке найдется что-то, что тебя впечатлит. Неужели ты всегда такой самоуверенный? Ой, да какой там? Я прямолинеен, а не самоуверен. Я знаю, в чем хорош и насколько. И не скрываю этого. А я уже успела позабыть, какими бывают люди. Ну давай расскажи, какими мы бываем? Самодовольными, напыщенными и заносчивыми. Но при этом странным образом привлекательными. О, привлекательными, ну поверь, такими бывает очень мало людей. Я, может быть, одного только в зеркале видел. Опять ты все испортил. Да ё-моё, ну что я сделал? Харизма. Она должна исходить изнутри, а не быть навязываемой болтовней. Ой, короче, красавица, бла-бла, я сюда не флиртовать пришел, да? Я пришел разбираться с твоими наручами. Ну да. Тебе же не нравится церковь.
Не начинай. Если ты опять скажешь, что я вру, я уйду и будешь разбираться сама. Хорошо, я не начну. Ладно. У меня есть информация про наручи. Ну, вот, наконец-то интересный разговор. Продолжай. Если верить моей информации, в церкви есть предатель. Угу. И откуда такая информация может быть у эльфийки, которую даже в город не пускают? У меня свои способы. Ну нетушки, красавица. Мы не можем быть уверены в твоей информации, пока не узнаем, откуда она. Подожди. Ой. Мы? Или все-таки ты? Поняла. Ой, ладно, и все-таки ты поделишься? Ладно. У меня есть расписание всех почтовых отправлений между городами. А еще снотворные дротики. Я знаю обо всем, что связано с людьми. Я успеваю прочитать и запечатать письма обратно до того, как снотворное прекратит действие. А потом сонный отряд отправляется дальше. Погоди-ка. Но ты же говоришь, что артефакт украли у тебя недавно. И что? Но следишь ты за ними еще до кражи артефакта, верно? Потому что людям нельзя доверять. Я знала, что рано или поздно вы проявите свою настоящую натуру. Ай, слушай, мы вроде уже определили, что я в группу люди попадаю только по касательной. Как бы то ни было, я перехватила секретное сообщение королевы гнолов кардиналу. В нем говорилось, что среди гнолов и инквизиторов завелись предатели. Якобы они передают друг другу секретные послания в древнем артефакте. Чего? То есть ты... Я просто говорю, что прочитала в записке. Я не сама это придумала. Впрочем, ни люди, ни гнолы никогда не славились интеллектом. Так что меня это не удивляет. Да нет, подожди, вообще-то это звучит как очень хороший способ коммуникации. Если тебе нужно, чтобы никто не узнал о вашем общении, ты не можешь полагаться на почту. Как минимум мы знаем точно одну эльфийку, которая отслеживает эту почту. А если же найти какой-то способ, как можно передавать друг другу артефакт, в котором, например, будет потайное отделение, то даже если этот артефакт будет у всех на виду, достаточно лишь улучшить момент, когда никого нет рядом. Мне все еще кажется, что ты слишком высокого мнения о своей расе. Да не, я согласен с тобой. Большинство людей и правда последние идиоты. И даже те немногие, кто в эту категорию не входит, все равно бесконечно далеки от меня. Но все-таки обстоятельства иногда вынуждают придумывать и такие изощренные меры. Однако я не понимаю, что заставляет тебя думать, что этот предатель поможет нам? Ничего. Мне просто хочется верить, что в церкви есть предатели, которые пытаются уничтожить ее изнутри. Даже последний идиот должен понимать, насколько их верование абсурдно. Даже людям это должно быть понятно. Но если это даже и так, то предатель-то должен находиться довольно высоко в иерархии, чтобы иметь такой близкий доступ к артефактам. У тебя есть мысли? Не, пока нет. Но должен признать, твоя теория мне нравится. Конечно, тот факт, что она опирается на предположение, что предатель станет помогать нам, это... Враг моего врага — мой друг. Да согласен я. Но мы, к сожалению, живем не в дихотомии. Запомни, мир не всегда делится на черное и белое, Сайриса. Гораздо чаще он делится на черное, другое черное и серое. Пустая болтовня. Ладно, давай проще. Я правильно понимаю, твой план — выяснить, кто этот предатель, и с его помощью пробраться в церковь и выкрасть артефакт. Верно. Ты все еще хочешь помочь? О, честно говоря, настолько много информации, что я бы подумал, погоди. То есть, получается, я, прочитав все это, понимаю, есть какой-то человек в церкви, и он знает то, что в каком-то артефакте есть отверстие. И он путем этого артефакта кладет в это отверстие какую-то информацию, а другой кто-то получает эту информацию, тоже открывая отверстие, забирая письмо, и вот таким вот образом происходит переписка. Да, но опять же, все это теория. Так еще и теория, которая построена на предположении эльфийки. О, господи. Так, ладно, опять же, хочу ли я помочь? Не уверен, что в этом будет для меня какая-то польза. Звучит как внутренние дрязги элит. Обычные пустышки. Да. Если что, твои наручи мне интересны только своей связью с церковью. Мне они не нужны. Можешь забрать себе. Не, помогать? Ты выдала мне всю информацию, что мне была нужна.
Зачем ты мне дальше? Чисто в теории мне нужно только понять, зачем церковь собирает эти самые артефакты. Так что первое подходит идеально. Забрать? Вот как. Хорошо. Тогда, Джон, возвращайся, как только у тебя появится теория о том, кто может быть предателем. Задание «Церковная крыса» обновлено. На самом деле у меня, конечно, есть догадка, но она такая поверхностная. Это тот самый епископ Лукий, а может быть это кардинал, а может быть это Реджи. Тот самый стражник на воротах. Так, хорошо, задание «Церковная крыса». Забавная эльфийка, живущая в лесу вместо библиотеки, заглядывающая в почтовые караваны, предположила, что в церкви есть предатель. Ну ладно, посмотрим. Найти предателя. На всякий случай вернемся в сон, мало ли там Лоло-ложка. Здравствуй. Предатель, значит. Ладно, это может быть интересно. В целом, конечно, религия меня обычно не интересует, если не я ее создаю. Но эти ребята... они умудрились сильно меня выбесить своими агрессивными нападками. Уж с таким-то отсутствием критического мышления кто-то должен бороться. Конечно, специально я для этого ничего не буду делать. Однако, если в процессе поиска нашей незнакомки подвернется возможность развенчать мифы, которые глупые фанатики столько лет придумывали и лелеяли, я буду ой как не против. Джон! Ты чего застыл-то? Соизволил все-таки встать и заняться делами, да? Ложка. Но неужели ты не понимаешь ценность отдыха и медитации? Совсем не заботишься о своем ментальном состоянии, совсем. Может, ты поэтому так долго терял воспоминания при переходах? Потому что испортил себе психику? Нет, Джон, не поэтому. И вообще, это не твое дело, понятно? Оу, ладно уж, полегче, дружище. Я тебе не дружище. Так, такая агрессия явный признак перегруженной нервной системы. Да, извини. Я очень нервничаю. Из-за слов незнакомки про атаку. А еще из-за Альфреда. С твоих переживаний можно запитать небольшую ведомню. Постарайся не стрессовать так много. Это вредно для вспышки. Но ты же сам говорил, что искра это паразит. Да и не работает она здесь, какая разница? Ну как сказать. Работает, просто не так, как мы привыкли. Ладно. А ты узнал что-нибудь интересное? Есть такое, узнал. Так, и? Дай угадаю, не расскажешь, да? Так почему же нет? Расскажу. У меня есть информация, что в высших эшелонах церкви есть предатель. Есть предположение, кто это мог бы быть? О, предатель? Ну, вообще, да, есть. А ну-ка. Не скажу. Ты сейчас серьезно, что ли? Да, я серьезно. Чтобы ты понял, как это ощущается. Хотя, если ты принесешь мне 3000 спарков, то, может быть, я стану поразговорчивее. Что? О, ложка, я бы никогда так не поступил, какого черта? Йоу, ты сейчас просишь у меня взятку? Никогда бы не подумал, что наш добрый Лолошка на такое способен. Ты многого обо мне не знаешь. В общем, тебе, конечно, решать, но получить информацию от меня будет намного быстрее, чем искать ее самому. Правильно? Ладно. Должен признать, эта манипуляция хоть и довольно слабая, но действенная. Можно сказать, что я даже впечатлен. Мне не нужно твое одобрение, Джон. Ага, конечно. Это просто шедеврально, господи. Знаете, шедевр всего этого действа заключается на фоне того, что я управляю обоими. Ну, то есть и им, и им, и как бы... Это вдвойне странно. Но опять же, догадка Лолошки понятна. Это епископ Лукий. Черт возьми, мне нужно платить самому себе. То есть, понимаете, вот эти 3000 спарков, это по сути... Ну, я в любом случае оставляю их у себя. То есть я сейчас, по сути, 3000 спарков передаю самому же себе. Это так странно. Так. Что? Лолошка? Я не могу передать. Мне точно сказали 3000. Так, Марк. Торговать только могу, Гимлина нет. Это немного интересно. Погоди, может быть мне нужно типа нафармить 3000? Но мы знаем, что сейчас монстры есть только здесь, в лесу Марибор. Поэтому переместиться. Так, но если это не сработает... Короче, какая бы атака там ни планировалась, ее зачинщик явно не гениальный стратег. Так глупо потерять эффект внезапности. Интересно, что об этом говорят в городе? Уже начали бить тревогу? Надо будет как-нибудь сходить и послушать.
О, да, кстати, интересно узнать, что говорят об этом в церкви. Ну или просто жители, типа, монстров нет. Монстры пропали с улиц. Погоди-ка. Но они теперь, походу, пропали и здесь? Стоп, нет. Нет, нет, нет. А где мне фармить спарки? Так, ладненько, это уже интересно. Да, ребята, где бы я ни ходил, где раньше были монстры, вот тут были бобры, помните? Те самые бобры, которые откидывают, которые дают много спарков, но теперь по итогу по нулям. Мне просто интересно, почему об этом нет мыслей у Джона. То есть, казалось бы, вот она, как это называется, взятка, да? 3000 спарков, я типа пошел фармить, ну, я так понимаю, это видит так сюжет, и у меня нет монстров. А Джон-то почему об этом молчит? Ой. Какого хрена? Это же тот самый, который управлял монстрами, не? А это еще что за дела? Так, ладненько, что мне делать? Так, блин, а Джон же не знает о том, что это тот, кто управлял монстрами. Что зрителю интересно? Вот мне, я как зритель на это смотрю, я знаю, что этот дворф управлял монстрами, поэтому мне его надо убить. Нет, это не так интересно, потому что мы тогда не узнаем информацию. Проследить за ним... Что? Перенести ритуалом зараженного дворфа в сон? Ну, типа, как будто очевидно нужно проследить, но перенести ритуалом явно интереснее. Подожди, я реально могу это сделать! Батюшки! Что? Какого черта? Мне кажется, я сделал очень плохой выбор, ребята. Так, ладно. Эй, Джон, кто это? Батюшки, что я серьезно? Погодите, это что, ребят, дворф? сори, я это... Я Джудеич, я умный, я знаю, что делаю, вот. О, пятно! Пятнышко! Ой-ой, ты совсем сошел с ума от своего заточения здесь? Да нет же, Джон, ты не понимаешь. Мне еще в прошлый раз показался он знакомым. А теперь я точно вижу! Так, стоп, подожди. Прошлый раз? Да, я уже видел его. Это тот дворф, который координировал атаку на поселение дворфов. Да не просто это тот самый дворф. Это мой прапрадед. У него на шее такое же родимое пятно, что и у меня. А, шея? У дворфов есть шея? Не знал. Оу, Невер, слушай, в такой момент это даже для меня жестко. Кстати, а зачем ты притащил сюда еще одного зараженного? Ты хоть знаешь, насколько это опасно? Да подождите, тут интересно другое. Как это возможно? Дворфы, они же столько не живут. А вот это, друг мой, скоро мы, видимо, и узнаем. Сонное измерение затормаживает заражение. Но что будет с тем, кто целиком заражен? Так, ладно. И сколько же нам ждать? Внук, прости меня. Тихо, все в порядке. Я знаю, что это был не ты. Внук, грядет ужасное. Эшхолд падет. Что? Лолошка! Срочно! Осмотри меня! Наросты! На мне нет наростов! Я не заражен! Срочно! Скажи, что я не заражен! Умоляю! Тихо ты, пташка! Господи, все с тобой в порядке, Невер! Это просто пыль! Дворф должен был умереть много лет назад. Заражение — это единственное, что держало его здесь. Гимлин, как ты вообще узнал его? Ты же не мог видеть его живым. Да, Гимлин, А? Чего? Да, прапрадед мой. Он был гордостью семьи. Он из низших дворфов-шахтеров поднялся до бригадира. И потом даже выше. У нас дома был его портрет в камне. Батя меня мелкого каждый раз подводил к камню и говорил, что все, что у нас есть, это благодаря этому прапрадеду. Подожди, то есть ты, получается, наследственный бригадир? Да? Не, ты чё? Кто ж по наследству получает свою профессию? А если ты в ней там плох будешь? Ты удивишься, Гимлин, но... Да тихо ты, короче, я стал бригадиром, чтобы иметь ресурсы заниматься ювелирным делом. Но знания про прадеда передавались у нас в семье от поколения к поколению.
и это помогало достигать успехов в карьере. Поверить не могу, что это из-за него я оказался сейчас здесь. Зато, благодаря вашему знакомству и тому, что Лолошка тебя сюда притащил, мы теперь знаем цель атаки нашего врага. Эшхолд. Да, а значит, мы можем быть готовы. Прошу, хватит! Хватит шуметь! У меня уже голова из-за вас разболелась. Узнали, молодцы! А теперь прошу, расходитесь! Обдумывать это по домам, по домам! Почему все всегда обсуждается именно здесь? Гимлин, а пойдем-ка ко мне. У меня для тебя кое-что есть. Поможет успокоить нервишечки. Ай, ладно. Сейчас тот случай, когда действительно будь что будет. Так, погоди, но получается, монстров теперь вообще нигде нет, и если заражение держало в жизни этого прапрадина, то... Капец, сколько ему лет. Как там, кстати, дела с Альфредом, интересно? Ну-ка. Лежит. Так, а еще Лолошка прямо у Скинта. Поговорим? О, да. Знаешь, Джон, иногда я забываю, насколько этот мир отличается от всех остальных. Не сонный, а архей. Я видел столько страданий, столько поломанных судеб, но причина здесь, она настолько ужасна и непонятная. Скажи, ты уверен, что звать меня сюда было хорошей идеей? Слушай, Лолошка, ты же вроде знаешь, что я гений, так? Да. Так неужели ты думаешь, что такой гений, как я, принял такое быстрое решение, не просчитав риски? Просчитать-то просчитал, да вот только просчитался. Это, знаешь ли, как-то даже оскорбительно. О, спасибо, Джон, что подумал обо мне. И никогда, Лолошка никогда не узнает о том, что на самом деле думает Джон. И причем прикольно, что мы, как зрители, об этом догадываемся. Ну, то есть не догадываемся, а буквально знаем. Это очень прикольное повествование. Мне прям, ну, доставляет удовольствие в такое играть. Погоди, а что насчет 3000 спарков? Почему я не могу дать 3000 спарков? Это странно. Так, может быть, кстати, у Невера что-то появилось? Ну, понятно. Все, устал чел. Короче, грядет некое нападение на Эшхолд. И меня, на самом деле, привлекает в этой истории то, что... Первый, кто с нами поделился об этом нападении, это не вот этот дворф, это не кто-то из обычно живущих. Это буквально голос в голове. Я чертовски сильно хочу узнать, что же это за начало. Кто она такая? Поделись информацией, пожалуйста. Но в любом случае, да. Эшхолд. Грядет нападение на город людей. Об этом более подробнее мы будем узнавать уже в следующей серии. На этом я буду постепенно заканчивать. И надеюсь, вам, дорогие зрители, понравилось. Обязательно подписывайтесь. Ведь в условиях замедленного ютуба у нас некоторые проблемы с... алгоритмами. Подпишитесь и поставьте лайк. Пожалуйста, посмотрите на эти грустные глаза Лолошки. Он по-любому об этом думает прямо сейчас. Большущее спасибо за просмотр. Не забывайте опять же подписываться, ставить лайки, звать друзей. А с вами были Джон, Дэви Харрис и Лолошка. А также нападение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.